Приветствую вас! С вами Наталья. Добро пожаловать на мою кухню. В сезон клубники я, как и любая хозяйка, стараюсь запастись этой ароматной ягодой на зиму и делаю различные заготовки. Сегодня я поделюсь с вами своими рецептами, и если вам интересно, оставайтесь со мной. Сортирую ягоды на крупные и мелкие. Неприглядная на вид клубника пойдет в пюре. Тщательно мою клубнику вместе с хвостиками. Стараюсь это делать аккуратно, чтобы не повредить ягоды. Затем промываю клубнику под проточной водой и просушиваю на бумажных полотенцах. Когда клубника высохнет, удаляю хвостики. Самый простой и самый полезный способ заготовки клубники. Перебиваю клубнику в пюре. Далее в пюре добавляю сахар. Из расчета килограмм клубники, килограмм сахара. Весь сахар не добавляю, оставляю 3-4 столовые ложки. Готовое клубничное пюре с сахаром переливаю в чистую стерилизованную банку. И сверху засыпаю оставшимся сахаром. Плотно закрываю крышкой. В таком состоянии клубника может храниться в холодильнике несколько месяцев. Заготавливаю также сухую клубнику. Здесь все просто. Нарезаю клубнику на дольки, не слишком толстые, но и не слишком тоненькие. Выкладываю клубничные дольки на решетку электросушилки. Выкладываю так, чтобы между дольками было небольшое расстояние. Включаю электросушилку на 50 градусов. При такой температуре хорошо сохраняется аромат и цвет. Периодически меняю местами решетки, чтобы клубника хорошо просушилась. Вот так выглядит сухая клубника. Дольки получаются очень тоненькие. Складываю сушеную клубнику в контейнер. Закрываю крышкой и храню несколько месяцев. Использую в основном для украшения десертов. Для гостей готовлю вкусную клубничную настойку. Подходящую бутылку заполняю на 1/3 ягодой, добавляю по вкусу сахар и самогон. Конечно же, такой напиток должен постоять не меньше месяца, чтобы сахар хорошо растворился и клубника отдала свой цвет и аромат. Но даже на следующий день видно, что сахар растворяется и цвет напитка уже поменялся. Следующий рецепт – это клубничный компот. Банки заполняем на 1/3 ягодой, на литровую банку 100 граммов сахара и немного лимонной кислоты, буквально щепотку. Для аромата добавляю веточки мяты. Можно вместо мяты добавить ваниль. Заливаю банки крутым кипятком. И сразу же закрываю крышкой. Переворачиваю крышкой вниз. Я заливаю банки кипятком всего лишь один раз. И очень важно, чтобы сахар обязательно растворился. Поэтому баночки нужно немного потрясти. Накрываем банки полотенцем или одеялом и оставляем до полного охлаждения. На следующий день компот готов. Далее я предлагаю рецепт жидкого варенья. Придется потрудиться, но это того стоит. На килограмм клубники добавляю полкилограмма сахара. Закрываю крышкой и отправляю в холодильник на всю ночь. Утром, как видите, клубника хорошо выделила сок. Сливаю его в сотейник. И ставлю сотейник на плиту, довожу до кипения.
На дне остается много сахара, и горячий сироп поможет его растворить. Заливаю горячим сиропом. Снова закрываю крышку и оставляю до охлаждения. После охлаждения сиропа стало больше, и он стал гуще. Снова сливаю его, довожу до кипения и заливаю ягоды. Такую процедуру проделываю 5-6 раз. В конце видим, что ягоды стали более плотные и сиропа стало больше. Ставлю кастрюлю на плиту, довожу до кипения, добавляю четверть чайной ложки лимонной кислоты и провариваю 10 минут на медленном огне. Затем разливаю в чистые стерилизованные банки. Использую при этом обычную воронку от мясорубки. Закрываю крышками. Переворачивать не нужно, варенье готово. Следующий рецепт – нежный джем с кусочками клубники. 1 литр клубничного пюре, добавляю полкилограмма сахара. Довожу смесь до кипения, на медленном огне провариваю 10 минут. 5 грамм агар-агара заливаю небольшим количеством воды и даю немного постоять. 300 грамм клубники нарезаю небольшими дольками. Перекладываю дольки в кастрюлю и заливаю горячим пюре. Провариваю пюре 5 минут, добавляю агар-агар и провариваю еще 2-3 минуты. Перекладываю джем в чистые стерилизованные банки. При этом использую обычный лоток для мясорубки. Сейчас джем еще горячий и жидкий, но когда он охладится, станет гуще. Закрываю крышками, переворачивать не нужно, джем готов. В следующей серии этого фильма я расскажу о других способах заготовки клубники на зиму. И все они будут касаться заморозки. Надеюсь, вам будет интересно.